Всем привет из Турции, из небольшого турецкого городка Гемлик, расположенного на берегу Мраморного моря и являющегося территориальной единицей города Бурсы. Кто со мной не знаком, зовут меня Светлана, живу я в данном регионе около 4 лет. И сегодня хочу ответить на самые популярные вопросы. Давно я не отвечала на вопросы, накопилось прилично, достаточно, и сегодня постараюсь ответить. Самый популярный из них — это, конечно, стоит ли переезжать в Турцию сейчас, в данное время, про недвижимость в Бурсе, о досуге в Бурсе, не скучно ли мне тут живется, ну и так далее, и еще много других вопросов. Так что поехали. Первый и самый популярный вопрос — это, конечно, стоит ли сейчас переезжать в Турцию. Не могу однозначно ответить на этот вопрос, но лично я, конечно, сейчас бы в Турцию не переезжала. Во-первых, очень усложнилось получение вида на жительство, много нужно документов дополнительных собирать, дают на небольшой срок первоначальный вид на жительство, первичный вид на жительство на полгода, по-моему. И очень подорожало все. Подорожала страховка. В последнем видео ответы на вопросы я говорила, что страховка выросла на 50%. Так вот, от новой суммы страховка выросла еще на 50%. И для моей возрастной группы страховка стоила бы за год где-то в порядке 2000 лир. Медицинская страховка, я имею в виду. Аренда подорожала, подорожали коммунальные платежи. Но прилично подорожали. Вот счет за газ за 2 месяца пришел мне порядка 172 лиры. То есть, если разбить пополам, это где-то под 90 лир в месяц. Такая платежка за газ приходила только в зимний период раньше. А сейчас это чисто подогрев горячей воды и готовка. Вопрос, который чаще всего повторяется, задают мне подписчики и просто зрители моего канала, это, конечно, о недвижимости. Покажите квартиры в Гемлике. Я показываю Гемлик, показываю его красоты, показываю какие-то места интересные в Гемлике и его окрестностях. И люди спрашивают, как легко купить квартиру, либо снять, покажите недвижимость, сходите, снимите объекты, дайте телефон риэлтора, сколько стоят квартиры в вашем регионе, подорожали ли они, дают ли здесь вид на жительство и так далее и тому подобное. Я сняла даже видео специально на эту тему, как пользоваться сайтом sahibinden.com, это самый популярный сайт в Турции о недвижимости. У тех, у кого не получается на нем зарегистрироваться, я ничем помочь не могу. Русскоговорящих риэлторов у меня знакомых нет. В Гемлике их, я думаю, что тоже нет, но, во всяком случае, я с ними не знакома. Есть люди, которые помогают заниматься поиском недвижимости, но есть ли у них лицензия на право заниматься этим видом деятельности или нет, я этой информацией не владею, поэтому контакты давать не могу. Если они смотрят мои видео и видят ваши вопросы моих зрителей, то пускай сами пишут, переписываются с вами, оставляют свои координаты, то есть чтобы я не была какой-то прослойкой между вами и не оказалась потом виновата, если у кого-то что-то не получится. Никаких ничьих контактов я не даю, поэтому спрашивать меня об этом постоянно не нужно. Что касаемо Гемлика конкретно, не Бурсы, а Гемлика, город 7-мильными шагами реновируется. У нас сейчас в проекте старые районы полностью реновировать. Предполагается грандиозное строительство. Я знаю, что в Умурбее, это пригород Гемлика, строятся комплексы с бассейнами, с инфраструктурой с развитой. В Гемлике есть новостройки, но сколько они стоят, что есть в наличии, я эту информацию не отслеживаю. Кстати, у нас озеро Изник и, по-моему, Кумле дали синий флаг морю. То есть море чистое, хорошее, соответствует международным стандартам. Следующий вопрос тоже очень интересный. В связи с тем, что сейчас большинство районов в Турции закрыто для иностранцев, то есть там перевыполнена квота по иностранцам. Если раньше эта квота составляла 25%, то сейчас она составляет 20%. И во многих районах уже превышает
квоту иностранцев в Стамбуле в том числе и в средиземноморских городах, таких как Анталия, Алания. И вот мне задают в связи с этим такой вопрос. Если мы арендуем квартиру и получим вид на жительство туристически в вашем Гемлике, он не закрытый район для иностранцев, тут нас очень мало, то можем ли мы жить в Стамбуле? Ну, ребят, вы серьезно? Я уже не буду говорить о том, что прежде чем ехать в какую-то страну, нужно хотя бы немного изучить законодательство этой страны. Я просто хочу сказать, что это будет выброс денег. Гемлик – небольшой городок, иностранцы здесь все на виду, и пара проверок придет по месту вашего проживания, а жить нужно по тому адресу, на который вы получили вид на жительство. Проверка даже может прийти не к вам, а к вашим соседям и спросить их, живут ли здесь такие, как часто вы их видите и так далее. И если соседи скажут, редко видим или не знакомы, то вам просто могут аннулировать вид на жительство. И будут выброшены зря деньги. Поэтому это, конечно, вопрос такой из ряда фантастики. Если уж вы решили жить в Стамбуле, то ищите приемлемую для себя недвижимость и районы, которые еще открыты для приема иностранцев. Вопрос, не скучно ли вам жить в Гемлике? Скучно мне тут жить или не скучно? Мне кажется, об этом можно составить представление из моих видеороликов. Я путешествую, читаю, общаюсь, загораю, плаваю, хожу по магазинам, я все вам показываю. Вот недавно ездила, у нас была служба в Бурсе, вставлю кусочек видео, чтобы вы посмотрели, чтобы познакомились немного с русскоговорящей диаспорой Бурсы. Сегодня я приехала на службу, на христианскую нашу службу. Она у нас проходит в новом районе, в этом храме я еще не была. И сегодня приехала первый раз. Сейчас покажу вам немножко этот район. Называется он Алтын-Шехир. Ну, если перевести дословно, мне кажется, будет «Золотой город». А службы идут от РПЦ, Русская Православная Церковь. Яко Твоей царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно во веки веков. Аминь. Христе Боже, благослови ясти и пите рабом Твоим, яко святость и всегда, ныне и присно во веки веков. Аминь. Вот такое у нас чаепитие после службы с вином, с чаем. Пролезла. Еще это не все, сейчас еще подойдут. То есть второй заход будет. Тут масса исторических городов, мест, озер, рек вокруг. То есть было бы желание куда-то выезжать и что-то смотреть, снимать и вам показывать. Мне не скучно. Также очень интересует людей вопрос о том, как я попала в Бурсу, расскажите о своей семье. Я уже отвечала на этот вопрос. Сначала хотела делиться с избранным кругом подписчиков, но моя семья не одобрила, так скажем, эту затею. Как Паисий Святогорец говорил, что те, кто обнажает перед другими свою личную жизнь, дает этим людям власть над ней. Вы знаете, я полностью согласна с этим, и оберегая свою личную жизнь, я не хочу выносить ее за рамки своего близкого круга. Во всяком случае, пока я делюсь тем, что я считаю приемлемым для себя, а там дальше уже будет видно. Вопрос следующий. Кого я смотрю из блогеров? Ну, наверное, имеется в виду из турецких блогеров. Из турецких блогеров я смотрю в основном каналы на турецком языке. Почему? Я объясню. Во-первых, я хочу узнать больше менталитет, а также практика турецкого языка. Из наших русских каналов я смотрю самого главного матершинника страны, это Артемий Лебедев. И по совместительству он является крупнейшим дизайнером в Москве, оформил столичное метро, все вот эти шашечки, квадратики, переходики, стрелочки. Это его дизайнерское бюро все оформило. Вот смотрю его канал. Смотрю канал Михаила Шахназарова. Он рассказывает с юмором, почти в стихах, о наших звездах, о элите, которая сбежала в Европу, и как они живут, на какой паперти побираются. Ну, в общем, очень интересно
рассказывает об этом. Смотрю «Бесогон» Никиты Михалкова. Я думаю, Никита Михалков не нуждается в представлении. Когда скучаю по Москве, смотрю канал диггера Даниила Давыдова. Так и называется, диггер Даниил Давыдов. Очень интересно он рассказывает о истории Москвы, и не только Москвы, и с таким, знаете, московским выговором, московским диалектом. Ласкает мне слух. Я оставлю ссылки на каналы, которые я перечислила под видео, в описании к видео. На что еще не ответила. Если какие-то вопросы... вот, предлагают провести стрим. Я его ни разу не проводила, не знаю, получится или нет, и вообще интересно это кому-то будет или нет. Напишите в комментариях, возможно, проведем стрим, более тесно пообщаемся. Так, тет-а-тет, что называется. Если какие-то вопросы остались неотвечены, потому что многие задают, знаете, как под комментариями других комментаторов. И я не всегда их просто даже нахожу. Вот он мелькнул у меня, думаю, я его потом прочитаю. Раз, нажимаю, а он уже потерялся. Не будешь же все видео, все комментарии прокручивать и смотреть вопросы. Если какой-то личный вопрос у вас, пишите его на почту. Я специально создала почту именно для вопросов. Отвечаю быстро. Она указана в описании к каналу. И я ее пущу здесь бегущей строкой, чтобы вы ее увидели. Если не сильно личный комментарий, пишите под видео. Я отвечаю быстро. Ну все, наверное, на этом будем прощаться. Всем пока-пока. Всех благодарю за интерес к моему каналу. Оставайтесь на канале. Много у меня разных планов на поездки в места, в которых мы еще с вами ни разу не были. И при первой возможности с вами туда съездим. Всем пока-пока. До свидания. Всем всего самого доброго, хорошего, светлого. Мира в душе и мира нам всем.